У вас есть овсянка, бананы и какао? Приготовьте этот вкусный и полезный десерт в двух интерпретациях. Первым делом залейте овсянку горячим молоком. Перемешайте и оставьте минут на 5, чтобы она разбухла. Так как это полезный десерт, лучше всего не использовать овсянку быстрого приготовления. Чем качественнее вы будете использовать продукты, тем лучше. Также понадобится 1 банан среднего размера. Измельчите банан удобным для вас способом. Я сначала нарезаю банан на кусочки, а потом измельчаю его с помощью обычной вилки. Также можно измельчить банан погружным блендером. Чем спелее банан, тем он легче раздавливается обычной вилкой. Я часто храню переспевшие бананы в морозильной камере, поэтому для этого рецепта вполне подойдет банан, такой с черной кожурой, который вы можете достать из холодильника. Теперь нужно добавить к банану яйцо и хорошо перемешать вилкой. Очень классно, что для этого рецепта не нужно использовать миксер, а можно обойтись обычной вилкой и ручным венчиком. Потом добавляю к бананово-яичной массе какао. Всегда просеивайте какао, чтобы оно не было комочками в тесте. Сразу же добавьте разрыхлитель и немного соли. И снова хорошо перемешайте. Все необходимые ингредиенты вы найдете в описании под этим видео. В этом рецепте нет муки. В ее роли здесь выступает та самая овсянка, которая еще более разбухнет, когда десерт будет готовиться в духовке. По сути, вместо самой овсянки в этот рецепт можно добавить овсяную муку. Полезность рецепта не поменяется, но изменится сама структура теста. Так вы будете видеть в десерте овсянку, она вам будет попадаться, вы будете ее ощущать. Когда вы добавите просто муку, тесто станет более однородным. В качестве подсластителя можно добавить 1 столовую ложку жидкого меда, но можно обойтись и без подсластителя. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится. Теперь нужно добавить к получившейся массе овсянку и хорошо перемешать. Не делайте так, как я, а лучше возьмите посуду побольше, потому что у меня прям все тютелька в тютельку, и это не совсем удобно для перемешивания. Форму для выпечки я подготовила заранее, слегка смазала ее сливочным маслом и положила лист пергамента, чтобы потом можно было удобно достать десерт из формы. Духовка уже должна быть заранее прогрета до 180 градусов. Отправляю в духовку форму примерно на 35-40 минут. А теперь я покажу вам другой вариант приготовления этого десерта в виде кексов. Тесто у меня было то же самое, я просто добавила изюм, который был замочен у меня в роме, но можно просто замочить его в горячей воде, а потом добавить тесто. Для удобства в форму для кексов раскладываю капсулы, после чего заполняю их тестом. Тесто из этого рецепта не сильно подходит во время выпечки, поэтому можно не бояться и практически до конца заполнять формы тестом, оставив немножко от краев. Но я все же себя немного перестраховала и не заливала тесто полностью в капсулы. Когда выпекаете десерт в форме кексов, то время приготовления сократится примерно на 10 минут. После выпечки десерт нужно немного охладить в форме, чтобы он стабилизировался. По сути, его можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Более выигрышно будет, если приготовить к этому десерту глазурь и полить ею десерт, чем, собственно, сейчас и займемся. Для глазури используйте качественный шоколад с большим содержанием какао. Если уж делать полезный десерт, то делайте его лучше из качественных ингредиентов. Я растапливаю шоколад на водяной бане, мне так удобнее. Но вы можете использовать микроволновку. Периодически импульсами растапливайте шоколад и перемешивайте.
Смотрите, не перегревайте шоколад, контролируйте этот процесс. Когда я растапливаю шоколад на водяной бане, я делаю огонь ниже среднего. Перемешиваю шоколад силиконовой лопаткой. Это настолько практичный инструмент на кухне, что, думаю, нужно поставить памятник человеку, который ее придумал. Всегда проверяйте, растопился ли полностью шоколад, чтобы в нем не было комочков, и только после этого добавляйте другие ингредиенты. Потом к шоколаду добавьте теплое молоко и все хорошенько перемешайте. Если вы добавите холодное молоко, то вам нужно будет дополнительно прогревать всю эту массу вместе с шоколадом и добиваться однородности. Поэтому лучше заранее прогреть молоко, а потом добавить его в шоколад. Сначала глазурь будет сама на себя не похожа, но пройдет немного времени, и она станет блестящей, красивой, такой, какой должна быть. И сразу же покрывайте десерт глазурью. Для десерта в форме кекса я использую обычную ложку. С помощью ложки можно аккуратно распределять глазурь по кексу и регулировать толщину самой глазури. По сути, для этого десерта можно приготовить глазурь любую на ваш вкус, не обязательно из шоколада. Мне кажется, идеально будет, если приготовить вишневую глазурь. Будет просто шикарное сочетание шоколада и вишни. Ссылочка на рецепт глазури появится в правом верхнем углу. Пока глазурь не застыла, я решила добавить дополнительную вкусовую текстуру – измельченные орешки. Используйте ваши любимые орехи. Это может быть арахис, миндаль, грецкий орех, в общем, тот вид орехов, который вы любите. Шоколадные кексы я просто достаю из капсул и окунаю их в шоколад. Так намного удобнее и проще. Сверху также можно посыпать орешками, а можно оставить как есть. Ну вот и все, десерт готов. Теперь можно наслаждаться шоколадным вкусом. Если вам понравился этот рецепт, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал.